Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать в Национальный центр «Россия» на 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». И тема нашего сегодняшнего открытого диалога – нейрофизиология одежды. Тема очень интересная, загадочная. И мы привыкли оценивать костюм, в том числе и свадебный. Но с какой точки зрения? Модно, красиво, стильно, современно, удобно и так далее. Но задумывались ли вы, что ткань, фасон может говорить и на другом языке, что это на самом деле какой-то скрытый код. И вот об этом мы сегодня будем разговаривать, о том, как одежда влияет на наши мысли, на наше поведение и даже биохимические процессы в нашем организме и в мозге. Что происходит на стыке биологии человека и культуры. И разобраться в этом нам помогут наши потрясающие эксперты, наши спикеры. Здравствуйте, Вячеслав Альбертович Дубынин. Ваши аплодисменты. Добрый день, добрый день. Нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова. И Виктория Ивановна Севрюкова. Ваши аплодисменты. Добрый день. Художник по костюмам, заслуженный художник России, дважды лауреат премии «Золотая маска», коллекционер. В общем, очень интересный человек. И сейчас я хочу в самом начале нашего разговора, чтобы вы нашим людям, которые, может быть, пока еще не знакомы с вашей деятельностью, рассказали кратко о своем пути. Да, спасибо. Очень кратко. 40 лет занимаюсь мозгом, как ученый, как лектор, как автор книг. Вот, кстати, книжка тут со словом «любовь». Ну и, собственно, рассказываю, как работает наша нервная система, психологам, медикам, биологам, иногда экономистам, нейроэкономика, иногда людям искусства, нейроэстетика, иногда программистам, и тогда они сочиняют что-то внутри искусственных интеллектов. А самая главная идея про то, что у нас, у каждого уникальное тело, уникальный мозг, и нужно быть осознанным, эффективным пользователем вот этой чудесной системы. Спасибо большое, Вячеслав Альбертович. И Виктория Ивановна, вам слово. Я театральный художник, и на этом можно закончить. Я театральный художник, я художник по костюмам. Моя задача сделать костюм для образа, то есть сделать кожу для артиста. Занимаюсь этим многие годы с наслаждением и очень люблю театр. Поэтому любой свой рассказ я всегда начинаю с этих слов. Я театральный художник, у меня фильтр стоит, я воспринимаю жизнь через театр. Спасибо большое. Ну что ж, давайте перейдем теперь к вопросам, к нашим гостям. Вячеслав Альбертович, первый вопрос к вам. Вот вы говорите, что человек должен стать квалифицированным пользователем своего организма. И какая взаимосвязь между одеждой, казалось бы, это просто кусок ткани, пусть даже и красиво сделанный, красиво сотканный. Вот какая взаимосвязь для человека и какое значение приобретает вот этот кусок ткани для, допустим, процессов в мозге в том же самом?
ну, в общем сказать, просто кусок ткани, да почти ничего не сказать. Но биологи, они смотрят на все через эволюцию, поэтому, конечно, одежда изначально это про комфорт, защиту от холода, не знаю, там, от солнца, от кусающих насекомых. Потом она становится средством коммуникации, и то, что вы на себя надеваете, это вы рассказываете другим людям о себе, о своих планах, о своих мыслях, а еще самовыражаетесь, поэтому одежда – это творчество. Ну и, конечно, в такие моменты, как, скажем, свадьба, это еще очень важная ритуальная история, история, которая, что вот я был в таком статусе, ну, скажем, холостой, незамужний, вот, а теперь я в другом статусе, и я отвечаю за свою семью, за своих будущих детей. Это тоже очень важно. Поэтому, в принципе, сейчас используется термин «одежда» как интерфейс нашего мозга, который соединяет нашу нервную систему, нашу психику с окружающим миром. Интерфейс, собственно, дословно переводится как «средство взаимодействия». Поэтому вроде такой современный компьютерный термин, но он удивительно точен. Поэтому одежда – это очень много смыслов, и я думаю, мы сегодня об этом как раз и будем говорить. Но ведь не зря у нас есть поговорка «встречают по одежке». Как раз мы сначала пытаемся выяснить вообще, кто этот человек и почему он так одет. Виктория Ивановна, вот вы утверждаете, что одежда создает человека. А где проходит граница между выражением личности и ее конструированием? Я бы хотела продолжить мысль, что одежда, конечно, это рассказ о себе. Это, знаете, такая почти исповедь. Это почти возможность рассказать миру о том, кто ты. И при этом у одежды всегда, вот начиная от самых древних времен, была еще одна функция – рассказать о себе и рассказать о своем племени. Вот когда одежда перегружалась этими смыслами, я рассказываю о себе и я рассказываю о своих. Но при этом нельзя забыть, что у одежды есть невероятные еще качества. Она может быть средством манипуляции, она может быть средством обмана, она может быть показателем статуса, она может показывать уровень благосостояния. Одежда – это многофункциональная система, которая, как верили староверы, это тень человека. Мы можем спрятаться за одеждой. Одежда будет говорить с вами напрямую, а я буду молчать. Поэтому как мы выстраиваем отношения «я» и одежда, зависит у нас, у сегодняшних современных людей, зависит только от нашего выбора. Мы посылаем во Вселенную свой посыл, потому что мы что-то от него ждем. Вот одежда – это тот самый язык, которым вы можете разговаривать со Вселенной. Вы хотите заказать у нее что-то? Расскажите ей. Вы можете рассказать о себе. При этом каждый человек, когда видит кого-то, собеседника, он всегда обращает внимание. Я понимаю, что ты мне хочешь сказать. Более того, я понимаю, кто ты. Я понимаю, какой ты. И это все умеет делать одежда. Мы просто сейчас относимся к ней как, ну как, есть модели сезона. Сейчас носят все в пол. И все цвета старых денег, все в бежевом. Но мы же все разные. Может быть, мы не про деньги хотим рассказать о себе. Может быть, мы хотим просто громко рассказать о себе. Это одежда. Не забывайте возможности одежды. Они безграничны. Это я просто рассказываю как художник по костюму. Вы же понимаете, когда заканчивается спектакль, что зрители видят? Артистов в костюме. Вот так они и запоминаются. Поэтому вас воспринимают, запоминают, и вы в памяти остается человек в одежде. Виктория Ивановна, спасибо большое. Если продолжить вот этот вот момент самовыражения, мы же знаем очень многих богатых людей, очень богатых, которые не обращают внимания на бренды, не обращают внимания на тренды, на какие-то модные вещи. И ходят, допустим, миллионеры в каких-то водолазках, каких-то джинсах и так далее. Вот что они хотят сказать этим стилем? Они хотят сказать, что им наплевать на то, как к ним относятся все остальные. Им просто на это наплевать. И знаете, что очень важно? Вот когда я одет просто в обычные джинсы,
обычную футболку. Это режим невидимки. А для богатого человека это тоже важно, чтобы их воспринимали как символ. Они не могут рекламировать бренды. Они показывают, какие они свободные и почти, помните, как у Булгакова, свободно и невидимо. Это про одежду. Поэтому они одеты якобы каким удобно, но при этом это режим невидимки. Не надо на меня смотреть внимательно. Но я хочу еще, знаете, обратить внимание, наверное, вы все видели показы мод. Модные показы, когда в конце выходит модельер. И он иногда одет как Армани, да? В одинаковых джинсах и в одинаковых белых майках. Он так показывал, что он художник. Вот все, что вы сейчас видели и чувствовали, это он придумал. А иногда выходят, показывают часть коллекции, такой немножко рекламный ход. Это же выбор человека, как я буду продавать свой товар. Но все, что касается «я показываю свое состояние», это было всегда. Знаете, что в Испании, например, был под запретом черный цвет. Его могли носить только аристократы. И потому что он был очень дорогой, и потому что на черном фоне была видна белая кожа и голубая кровь, прожилки вот эти на черном фоне. А все остальные не должны были это показывать. Под страхом смерти. Это не шутки. Поэтому, знаете, это выбор. Человек выбирает, каким его увидят другие. И если богатому человеку наплевать на зеркало, в котором он отражается, он одет как хочет. А мы с вами одеты, учитывая зеркало, в котором мы отражаемся. Да, мы не достигли больших денег. В отличие от животных, которые вот такие перья, да, вот такая шкура, мы способны практически как хамелеоны менять свою окраску и фактуру. И это огромные возможности. И можно включить режим невидимки, можно включить режим праздника, ритуала. Можно вот это «я такой, как вы». Это тоже очень значимо. У нас только что защищались дипломы, и я видел, с какой радостью студенты надевали мантии и получали, значит, эти самые заветные корочки. Эта мантия, Господи, она работает всего там полчаса. Но дальше это будет таким знаком, символом, что вот был такой пик в моей жизни. Ну и, кстати, свадебная одежда тоже, безусловно, про это. Конечно, мы еще про это обязательно поговорим сегодня. Ну давайте вот резюмируя наше вступление. Поближе. Хочу задать, пожалуй, самый такой важный вопрос сегодняшней встречи, над которым стоит подумать, наверное, сегодня всем. Мы носим определенную одежду, потому что мы уже являемся такими людьми? Или наоборот, мы становимся каким-то новым человеком только благодаря тому, что мы переоделись? Ну, когда ребенок в детстве надевает костюм, не знаю, там, космонавта или доктора Айболита, у меня, кстати, был такой, был такой маскарадный костюм, вот, то, по сути, мы планируем свое будущее. И надев вот эту самую одежду, мы помогаем своему мозгу дальше выстроить будущее поведение. Да, вот я, пожалуй, да, через одежду зафиксировал вот такой план, вот такую цель. Когда потом, позже будут предоставляться возможности, да, вот эти развилки в жизни, направо-налево прямо пойдем, я буду, вот тут, кажется, следочки, там, условно, того же человека в белом халате, вот я туда пойду. Поэтому одежда на самом деле... Нет, конечно, мы иногда действительно надеваем некую униформу. Ну, у нас, опять же, наши студенты сейчас первый курс, все на практике, ходят в штормовках, да, в джинсах и смотрят там, как бобры строят свои хатки или там зяблики вьют гнезда. Вот. Но вот в моменты планирования, а в детстве это очень важно, в юности очень важно, одежда становится, ну, таким вот телескопом, да, подзорной трубой в наше будущее. Это тоже очень важно понимать. Да, я продолжу детскую тему. Вот у меня тоже вчера было такое интересное наблюдение. Сидела большая женская компания. И вдруг я задала вопрос. Я говорю, скажите, на новогодних утренниках вы кем были? Снегурочкой или Снежинкой? Виктория, мы не сговаривались. Можно я перебью? У Виктории вчера был день рождения. Давайте поаплодируем. Давайте поздравим Викторию Ивановну. Вот она, большая женская компания. Да. Спасибо. Но вы не представляете, какой это вызвал ажиотаж.
Во-первых, кто-то стал рассказывать, что он всю жизнь был Снежинкой, и это была трагедия ее жизни, что она всегда мечтала быть Снегурочкой. И я, которая задала совершенно случайно этот вопрос, вдруг поняла, что мою судьбу решил случайный момент моего детсадовского детства, когда заболела исполнительница роли Снегурочки. И воспитательница посмотрела, у меня была самая красивая пышная юбка. Она сказала: будешь Снегурочкой. И вдруг я поменяла статус. И это был главный триумф моей жизни. Я вчера это поняла, что то, что я случайно сыграла чужую роль, может быть, этим объясняется все в моей жизни сейчас. А если бы я оставалась Снегурочкой, вернее, Снежинкой. Поэтому вот что такое костюм, который программирует он человека или нет? Вы Снегурочка или вы Снежинка, одна из 20 снежинок на этом новогоднем утреннике, или вы исполняете главную роль? Знаете, такая мелочь, оказывается, это очень яркий момент нашей жизни. И тогда мы еще не выбирали, кем мы будем. Но я поняла, что теперь я Снегурочка навсегда. Я предлагаю развить эту тему. Кстати, это тоже очень интересное ответвление. И в свадебной индустрии это, кстати, тоже очень актуально, потому что здесь переплетаются и традиции, и знакомства семей, публичность, и ритуалы. Вот как меняется и меняется ли наше поведение в зависимости от того, что на нас надето? Ну, допустим, вот человек, облачаясь в офисный костюм, он же не может себя вести уже определенным образом. Он себе дает какие-то определенные установки. Ну, так и есть. У нас в голове есть разные картины мира для разных ситуаций, разных стилей поведения. Ну, Господи, дома вы один человек, на работе другой человек, а там встреча однокурсников, вы вообще третий человек, да, вернулись. И все эти люди носят разную одежду. Да, вернулись на 20 лет назад, и как бы мальчики, девочки, опять студенческое это самое. Вот есть прям такие физиологические исследования, когда, ну, те же студенты писали тесты, экзамены в разной одежде, разной степени расслабленности, и такая вот разумное подтягивание тонуса за счет чего-то, связанного с формой, это работает, то есть идет активация, идет снижение шума, идет настройка на какие-то задачи. Ну, поэтому, вот, например, онлайн-история, когда люди сидят перед компьютером на совещании, сверху пиджак, а снизу, извините, трусы и домашние тапки, вот это плохая история. Да? То есть даже если у вас совещание идет онлайн, ну, нужно хотя бы, да, одеваться соответственно, чтобы не стыдно было в полный рост показаться перед этим самым экраном. То есть одежда нас выстраивает, тонизирует. Одежда нас может совершенно спокойно расслабить. Очень важная история, связанная со снятием стресса. Сколько существует заветной такой ритуальной одежды, типа вот эта рубашка, она счастливая, да, вот это там, не знаю, шляпа. У Сергея Павловича Королева, да, была счастливая шляпа, которую он, значит, надевал, когда шли запуски и все такое прочее. Поэтому использовать одежду для того, чтобы помочь самому себе прийти в правильное, адекватное, функциональное состояние, это прям, ну, очень хорошая, замечательная задача, которая помогает, опять же, нам быть более эффективными. Ну вот и первые дикторы первых радиостанций, которые только появлялись, они же тоже выходили в эфир в костюмах, чтобы как раз поддержать вот эту обстановку. Потому что работа серьезная, работа ответственная, и ты не сможешь прийти в какой-то несерьезной одежде туда, правильно же? Ну, костюм, это же, я так понимаю, это военная форма, которая Виктория. Знаете, костюм, конечно, делает нас всех лицедеями. Знаете, Шекспир был абсолютно прав, весь мир театр, и все мы в нем актеры, только там есть продолжение, и каждый не одну играет роль. Вот эти все наши роли, которые одежда позволяет нам сыграть, это же и есть, собственно говоря, та самая система обмана. Мы пытаемся обмануть мир. Мы носим какие-то определенные бренды, мы носим, знаете, еще страшная, конечно, вот эта модная глобализация моды, когда нам сказали, а теперь все в пиджаках оверсайз. И кто это придумал, оверсайз на женское тело, 56-го размера пиджак, и это очень красиво, это кто нас так не любит, что мы должны ходить в таких пиджаках? Но мы же все покорно натянули оверсайзы и считаем себя невероятно красивыми в этот момент. Мы, как все,
Вот как все, это означает, что мы послушны. Не буду говорить там плохие слова, что мы часть стаи, стада, но нам сказали, и мы выглядим так. Но если мы хотим играть главные роли, у нас должен быть персонажный костюм. Мы должны делать себя в костюме, проявлять. Это как говорится, совет художника по костюмам. Персонажный костюм самый яркий, самый неожиданный, самый цепляющий глаз. Тогда артиста видят. Если вы хотите играть главные роли, персонажные костюмы только особенные. Если вы хотите заявить о себе. Если вы хотите просто быть прекрасной частью гарнира, выбирайте костюм для гарнира, такой, как все носят. Так что здесь абсолютный театральный ход. Это ваш выбор, какими вы хотите быть. А можно ли поиграть? Вот, допустим, сделать такой тест-драйв какого-то определенного образа для себя, понять, подходит мне этот образ, могу ли я в нем существовать, конгруентно ли мне, или все-таки надо вот вживаться и жить как есть? Знаете, это вопрос для мужчин или для женщин, скажите? Для обоих полов. Мужчины тоже любят экспериментировать. Я понимаю, но как вы думаете, чем женщины занимаются в примерочных комнатах часами? Они примеряют чужие личины. Думают, вот так, да, это да. Это мы пробуем. Это, конечно, вот психологическая характеристика человека, человек играющий. Одежда помогает нам играть. Играем мы для разных целей. Понравиться, убедить, что мы лучшие, сделать шаг в карьере. Мы играем, и одежда помогает нам играть. И вы знаете, я бы, конечно, вот от этой играющей системы, я бы вытащила систему свадебной одежды, потому что на свадьбе мы должны быть самими собою. Это лучший момент нашей жизни. Желательно один. И это сольное, это прямо ваше соло. Вы понимаете, какая должна быть свадебная одежда? Снегурочка так Снегурочка. Уже Снегурка так Снегурка, уже по полной программе. Потому что это лучший момент вашей жизни. И то, что мы сейчас имеем определенные свадебные традиции, мы попробуем в них разобраться, но сольная партия – это сольная партия. Поэтому свадебная одежда – это ваш сольный выход. Ну, Вы мне кажется, главные. костюм жениха в основном все-таки дополняет невесту. Да? Вот как в балете все-таки главное это, да, партия женская. В разных традициях, знаете, когда белая свадебная одежда, белое свадебное платье – это подарок королевы Виктории нам. Спасибо большое. Она весь мир заставила носить белое платье во время свадьбы. Но мы все забываем, какой был жених рядом с королевой Викторией. Принц Альберт был в ярко-красном мундире, в белых лосинах из тонкой кожи, в высоких черных сапогах. Не в черном. Он не оттенял ее. Он ее дополнял, потому что два самых главных цветовых сочетания в мировых цивилизационных восприятиях – это белый и красный. У королевы Виктории было продумано все. Мы можем спорить и говорить, давайте мы забудем эти традиции викторианской моды, но они прожили в браке, в счастливом браке 26 лет, родилось у них 9 детей, и она была бесконечно влюблена в своего мужа. Это как? Не самые плохие свадебные традиции. Просто есть другие свадебные традиции. В каждом народе невеста играет соло. В каждом. Нигде нет невесты, которую бы прятали. Это лицо этого события. И вот именно для этого, наверное, и создавались еще тогда сложные вот такие традиционные ритуалы, чтобы все это подчеркнуть максимальным образом. Ну, ритуал, собственно, позволяет действительно сделать отсечку. Вот одна часть моей жизни, а вот другая. Да? И опять же, этот ритуал, он же сформирован в социуме. То есть ты с детства мечтаешь о неком событии, и дальше вот оно случается. Твой мозг действительно формирует как бы две разные картины мира. Ну, как в компьютерной игре, да, вы переходите с одного уровня на другой. И вот следующий левел, да, следующий уровень, это когда уже
случается свадьба, и вы семейный человек, и открываются потрясающие новые возможности, но нужно это подчеркнуть и сделать вот такую вот отсечку, то, что еще в психологии называется якорь, да, поставить якорь. И сама свадьба, и свадебные костюмы, и ритуалы, это все работает сюда, на создание эмоций, на создание памяти. И если все прошло благополучно, то дальше вы годами обо всем этом вспоминаете, десятилетиями, смотрите фотографии, достаете платье. Опять, значит, радостные слезы и все такое. Но если говорить про русскую традиционную, как бы традиционную народную свадьбу, то, конечно, в представлении русской деревни свадьба – это главный момент человеческой жизни, и мужской, и женской. Это пик. Это вот Уорхол говорил, что каждый человек имеет право на несколько минут славы. Вот это несколько минут славы и мужчин, и женщин. Вся жизнь до свадьбы – это подготовка к свадьбе. Вся жизнь после – это исполнение твоей клятвы, которую ты давала в храме. Родить детей, создать семью, потом внуки, потом огромная семья, и ты продолжаешь свой род. То есть круг жизни, он действительно замыкается как круг, но в нем есть пик. Это свадьба. И знаете, например, вот мы говорили про черный костюм у жениха, сегодняшний черный костюм. А вы знаете, что костюм жениха в традиционной русской свадьбе девочкой вымечтовывался. Вот все прекрасные истории визуализации своего принца, они были осуществлены в русской деревне. Девочка в 12 лет, когда она научилась вышивать, она начинала вышивать свадебную рубашку для своего будущего жениха. Она не понимала, кто это будет, но она вышивала себе принца. Более того, когда она вышивала рубашку, она могла вышить все свои представления о принце. Мы же все знаем, какого принца мы ждем. Она вышивала, например, лютики-цветочки, если она хотела романтических отношений. Ну, чтобы он пел серенады, носил на руках. Прям вышивались полевые цветы. Если она хотела, чтобы у него были деньги, чтобы был богатый, состоятельный, она вышивала желуди. Желуди – это деньги. Но если она хотела страстной любви, чтобы все пылало, она вышивала виноград. Как вы понимаете, в русской деревне никто никогда никакого винограда можно было не все видел. сразу вышить? Нет. Вышивали, как правило, один. Видно, Вселенная ждала точного заказа. Хочу романтика. И он выходил в этой рубашке на свадьбу. И все, кто был на свадьбе, прекрасно считывали, что ждет невеста. Она же все это вышила. И был еще один нюанс, то есть две женских энергии, которые диктовали мужскую одежду. Была еще мама жениха. Самая главная, женщина в мужском представлении. Мама вышивала обережный пояс для свадьбы, где она вышивала, какой должна быть невестка. Она тоже ее никогда не видела. Представляете, две мечты двух женщин соединялись во время свадьбы. Потрясающе. Спасибо большое за такой интересный рассказ. Действительно достойно аплодисментов. Виктория Ивановна, вот сейчас современные свадьбы, естественно, должны подразумевать, что главный человек, главная женщина на этой свадьбе, конечно, невеста. Но некоторые гости, приходящие на свадьбу, об этом почему-то забывают и пытаются затмить невесту своим нарядом. Вот что мы можем сказать таким прекрасным незнакомкам? Вы знаете, она хочет сыграть свою главную роль. Послушайте, она персонаж. Более того, она имеет право, если она готова затмить невесту, она может это делать. Но в традиционной русской свадьбе невесту затмить никто не мог. Потому что невеста была, во-первых, в красном. Красный цвет – это единственный цвет, который тотально вызывает возбуждение. Просто всплеск возбуждения. У нее был золотой головной убор, вышит золотом, блестками, пайетками, очень высокий. Вот представьте себе, красный сарафан, золотые тесемки, обережная вышивка, обязательно с любовными историями,
головной убор золотой, сорока, например, которая вышита золотным шитьем, то есть золотыми нитками, где реальный процент золота. А потом в храме самый высокий друг жениха берет венчальный венец свадебный и держит над вот этим высоким головным убором. А в храме, когда горят свечи, вы представляете, какое явление видят все, когда они видят невесту? Красное, в золоте, все переливается и выше всех. Послушайте, какая гостья может перебить этот эффект? Она выше, чем священник в храме. Она поднимается к храму. Более того, на венце свадебном нарисована Богородица с херувимами. Она богиня, богоравная, и она выше всех в храме. Послушайте, это только на нашей свадьбе можно перебить невесту. Там перебить невесту было невозможно, потому что было табу. Знаете, есть актеры, которые играют главные роли, и есть актеры, которые играют горошек при основном блюде. Вот все знали, что они на свадьбе горошек. А есть бифштекс, который все должны видеть. И это невеста. А мужчина в это время в лютиках, вышитых 12-летней девушкой. Все понятно по подаче. Кто здесь главный? Но венцы, конечно, носили. И у жениха на венце был Иисус с серафимами. И внизу на каждом самом дешевом из бересты сделанном свадебном венке череп. И думаешь, откуда же череп? Это череп первого человека Адама. Представляете, как глубоко невеста и жених подпитаны всеми от Адама и Евы и занимают свое вот это блестящее место. Поэтому гостье, ну что можно посоветовать? Носить костюм горошка, как в детском саду. Но тем не менее, да, гостям надо посоветовать все-таки одеваться, я бы сказал, достойно. Вот не то, что так вышел из лесу и прямо на свадьбу, да, вот как-то поддержать важность события, поддержать этот ритуал. Ну, да. Потому что на самом деле, конечно, свадьба — это общая игра, это общий карнавал. Ну, мы недавно пережили 2 наших студенческих свадьбы. Очень здорово, когда однокурсники вступают в брак, или вот в аспирантуре, да, вот мы уже почти сделали кандидатские, вот, и прямо видно, как 20, 30, 40 гостей, тоже ребят молодых, они участвуют в этой игре. И даже вот все эти подружки невесты и друзья жениха договариваются сейчас об общем цвете, об общих каких-то конкурсах. Это превращается в радость, веселье, карнавал в хорошем смысле, который, опять же, дальше потом долгие-долгие годы нас подпитывает и создает общность между теми людьми, укрепляет, это уже которые такая в этом современная, участвуют. да, получается, традиция? Ну, да, да. А этот год объявлен годом единства народов России. И вы наверняка знаете много обрядов, свадебных традиций, ритуалов, которые очень интересные, которые нужно обязательно обсудить. Вот давайте об этом. Какие традиции и особенности народов России вы могли бы особо выделить сегодня и рассказать нам о них? Ну, собственно, когда смотришь на свадебные традиции, часто идет разделение, ага, вот это вот ближе к христианству, да, это, значит, ислам, буддисты, да, иногда шаманисты. Вот, то есть на самом деле очень часто священник поддерживает вот этот переход из статуса в статус жениха и невесты. Ну, это важно, потому что действительно даешь не просто там подпись где-то в ЗАГСе, а ты перед Господом говоришь о том, что это важно, и это на всю жизнь. Вот, и сам переход, прежде всего девушки, он иногда подчеркивается в том числе сменой костюма. То есть первая половина свадьбы – это костюм девичий, а потом переодевание, и вот на ней уже женский костюм, такой же роскошный, но тем не менее порой более закрытый, там волосы убираются. Вот эти переходы, они очень интересны. Если смотреть на ну, не знаю, там, то, что ближе, например, к шаманизму, там порой есть элемент даже принесения в жертву. Ну, например, срезаются ногти и локон волос невесты, как жертва того, что, да, вот мы расстаемся с предыдущим статусом, входим в новый статус. То есть
На самом деле эти свадебные ритуалы, ну, они всегда подчеркивают вот эту важность трансформации, важность перехода на новый уровень. И через цвет одежды, через особенности кроя, через коммуникацию, все это очень значимо проявляется. Но, знаете, если сравнивать свадебные традиции, костюмные разных народов мира, конечно, при любом вот отношении к положению женщины, скажем, в той или иной религии, в этот момент свадьбы женщина играет всегда главную роль, практически всегда. И всегда есть, вот спасибо за вот поворот нашего разговора, что это момент перехода в другое качество. Вот, например, в русской традиции это не просто был переход, это была смерть. Это прям девушка, во-первых, занавешивали все зеркала, с ней никто не разговаривал, и она должна была всю вот с момента сватовства до свадебного ритуала плакать, желательно выть. Что это означало? Если не можешь выть сама, приглашались выльщицы. Ну, если красиво, чтобы вся деревня слышала, что ты, потому что ты для своего рода умерла. Мы же как? Была Иванова, вышла замуж, стала Петрова. Мы кто? Мы поменялись. Это сейчас другой человек. И вот чтобы оплакать свою прошлую жизнь и попрощаться с ней, надо было рыдать. Поэтому была специальная рубашка рыдальная, был гармошный набор костюмов, были даже длинные рукава махалки, чтобы так махать. Прям, это же спектакль абсолютный. Ровно до ночи перед свадьбой. А ночь перед свадьбой, когда девушки идут с двух семей, идут в баню и начинают вот эту мистику с волосами. Они расчесывают ей волосы, заплетают 2 косы, причем одну косу. Представляете, это почти у всех народов, где есть культ женских волос, а вы понимаете, что он практически у всех есть. Справа косу заплетают родственники невесты, а слева жениха. А потом они вместе делают такую корону на голове из этих 2 кос. И тогда она готова идти к венцу. И вот эта ритуальная театральная часть означает, что потом режется каравай, и который тесто замешивают 2 свекрови, потому что 2 рода. Кто отломил больше кусок, тот и будет руководить. Это мы знаем все, что надо делать в первый день свадьбы. Но самое главное, что в этом было переплетение 2 семей, было переплетение 2 историй. И серьезность свадьбы ведь еще заключалась в том, что все, что осуществлялось со свидетельством Бога, когда мы призывали Бога любого увидеть нашу свадьбу и благословить ее, означало определенную и очень высокую степень ответственности. В русском православии традиционно считалось, что когда наступит день смерти, и мужчина попадает первым на тот свет, к нему подходит Петр и спрашивает: а жена твоя была счастлива? Ты же клятву давал, что ты сделаешь ее счастливой. Не ты ли был счастлив, а она была ли счастлива? Представляете, что означает клятва при венчании? Что мы, как 2 альпиниста, даем клятву держать друг друга. Это не просто развлечение, это не просто поездка на лимузине с куклой на бампере. Это клятва. И получается 2 человека, которые клянутся перед Богом с венцами, с изображением Иисуса и Богоматери, быть вместе. Поэтому одежда для такого момента. И тогда ты понимаешь, как это важно, как ты одет на свадьбе. Как это важно. Есть у тебя свидетель, это просто свидетель обычный, или ты обращаешься к Богу, чтобы Он никогда вас не оставил, вашу пару, то, что появилось, потому что от того, как мы соединились, дальше пойдут дети, дальше пойдут внуки. И тогда свадьба означала одно: мы бессмертны. Мы вдвоем будем отражаться в наших детях и внуках навсегда. Вот что такое свадьба. Тогда к нему относишься не просто красивое платье. Даже если мы берем викторианскую моду с пышным кринолином и белым платьем,
королева Виктория венчалась в храме и давала клятву. И никогда после смерти князя Альберта не носила ничего цветного. Она носила траур. А траур – это тот самый черный цвет, который тоже не был трауром, потому что до королевы Виктории, во времена Шекспира, траурным цветом был белый. Она первая заставила всех невест мира, ну, потому что это был красивый брак, про любовь. Это прям, знаете, все могут короли, они любили друг друга. Это был прекрасно. И все сказали, мы тоже так хотим. И флёр-д'оранж хотим. Представляете, когда в русских, вот после королевы Виктории... И букет бросать. Да, и букет бросать. Когда после королевы Виктории, он говорит, мы обязательно фата с флёр-д'оранжем. Вы думаете, кто-то в России понимал, что такое цветки апельсинового дерева? Мы и сейчас не очень понимаем, как цветет апельсин. А тогда никто апельсина не видел. Но все обязательно флёр-д'оранж – это маленькие цветочки. Если мы не знаем, что такое флёр-д'оранж, мы берем цветочки, похожие на вишню, и опускаем в горячий воск. И это будет флёр-д'оранж. Но благодаря королеве Виктории, которая подарила нам классическое белое платье на кринолине, она подарила нам фату длинную, и она подарила то, что почему-то мы отказались. Мы делаем так же, как королева Виктория, но мы не используем шлейф. А знаете, что такое шлейф у английской невесты? Это деньги. Чем длиннее шлейф, тем больше денег. Почему мы отказываемся от финансов? Давайте еще большие шлейфы приделаем. Фата – это невинность, флёр-д'оранж – это редкий цветок. Это невеста, которая показывает, что она чудо. Никто не видел этого цветочка, у нее на голове чудо. И принца Альберта нужно поблагодарить. Он первый надел бутоньерку, то, что носят современные женихи. И опять же, королеву Викторию мы должны поблагодарить за свадебный торт, потому что только она придумала делать не каравай, а свадебный торт многоярусный, который режут и едят все участники свадьбы. У нас сейчас, по-моему, и каравай, и торт. И бросать этот букет свадебный. Это Виктория тоже Ивановна, мы хотим вас мне поблагодарить за такой интересный рассказ. Мне травматологи тут недавно рассказывали, что типичная травма на свадьбах – это вывих челюсти у невесты, которая пыталась откусить от каравая слишком много. Да, девушки бывают очень напористые. Поэтому лучше торт. Знаете, тут челюсть не сломаешь. Да, безопаснее. Безопаснее. У нас сейчас будет сессия вопросов и ответов. Уважаемые наши гости, уважаемые зрители, вы можете, подняв руку, задать вопрос. Мы принесем вам микрофон. И за лучшие вопросы мы вручим книги Вячеслава Альбертовича, которые подписаны автором. Поднимайте руку, да, мы сейчас принесем вам микрофон. Виктория Ивановна, много вопросов, но все-таки хотелось бы разрешить ту интригу, которая вот так вот в дискуссии смешалась. Винограда в деревнях не видели, но как же тогда вышивали? И виноград почему страсть-то? Послушайте, а почему на русских храмах делали львов и крокодилов? Послушайте, никто не знал, как выглядит лев, поэтому они такие трогательные. Виноград никто не видел, это библейская кстати, история. да, вот, пожалуйста. Это библейская да, история. Виноградная лоза – это признак, это символ Иисуса. Это означает, что эта виноградная лоза продолжает плодоносить при любых обстоятельствах. Винограда никто не видел, но Библию это все читали. Песней, да, там про виноград. Поэтому виноград вышивали как символ неубиваемой виноградной лозы. В русской традиции он стал воплощением мужской сексуальности. Спасибо. Спасибо. Давайте еще один вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Аверьянова, я директор Дома русской одежды Валентины Аверьяновой. Я хочу вас поблагодарить за те замечательные темы, которые вы поднимаете. И вы сказали по поводу королевы Виктории, а я вот о ней думаю в течение последних 2 дней, и вы для меня ответили на какие-то вопросы, но я хотела бы сделать тут один акцент. Дело в том, что королева Виктория заказала непростое платье. Она сделала акт спасения, промышленности и поддержала свои производства, потому что именно промышленники лондонские создали ткань. И один из вариантов, почему она была именно белая, потому что это было производство лондонских портных. И также дальше на бал, который они специально создали, она выходила именно в ткани и производстве лондонских портных. Итак, мой вопрос. Я хотела бы
у вас спросить, что мы могли бы сегодня сделать, чтобы спасти такое производство и такое важное направление, как лен и конопля, который является стратегическим ресурсом для России. И, возможно, нам стоит обратиться к нашим первым лицам, чтобы они начали носить отечественные ткани. Спасибо. Спасибо большое за такой важный вопрос. Прекрасная идея. Да. Нет, ну, собственно, да. Мне кажется, само мероприятие, которое здесь проходит, оно во многом для этого. Показать традиции, в том числе свадебного костюма, которые присущи самым разным нашим народам, и, значит, основаны на тех материалах, которые использовались. Ну и лен, да, эти прекрасные поля с синими цветочками. Конечно, было бы здорово, если бы все это вернулось и опять нас радовало. Ну, вы абсолютно правы. Конечно, это вопрос государственного решения. Когда Великобритания получила Индию в свою корону, как колония, самые страшные зверства касались ткачей индийских. Им отрубали руки, чтобы они не соперничали с не очень хорошего качества английским хлопком. А у нас в прошлом году закрылась последняя фабрика в Костроме, льняное производство. Последняя. У нас нет этих полей, у нас нет желания это иметь. А по поводу крапивных тканей, которыми мы торговали со всем миром, конопля, которая была, как все говорят, меха, жемчуга, конопля была первым продуктом экспорта в России со всех времен. Потому что из конопли делали веревки, все пеньковые веревки, канаты всех морских судов были из русской пеньки. Из русской. По одной простой причине, что это северная культура, которая, когда на нее воздействует соль, не разлагается. Ну да, там очень мощная эксилема, да, у этих растений. Понимаете, что... То есть мы держали, все морские державы были на нашей пеньковой веревке. Вторая позиция мы держали по поводу пеньковой веревки. Почему было так популярно? Это было, считалось, что это лучшая веревка для повешения. Поэтому всех, кого казнили, казнили на русских веревках. У самих пеньки не было, но отправляли на экспорт. Но мы утратили пеньку, мы утратили ритуал выращивания абсолютно женской культуры. Все, что происходит со льном, завязано на женском теле. Даже как женская рука может охватить пучок льна, называлось пясть. Размер женской ладони. Женщины делали, мужчины сеяли, женщины собирали, ткали, отбеливали. Отбеливали 2 года подряд, чтобы был тонкий, то, что называется льнобатист, висон. Египетских фараонов, помните? Не будем спрашивать, откуда в Египте лен. Риторический вопрос. Но мы были горды нашей северной культурой. И эта ткань шла везде. Именно потому, что еще, кроме того, что это очень легко делаемая, в смысле легко выращиваемая культура, все одежды, скажем, начиная с 14 по 17 век, почему все женщины носили нижние рубашки частично из русского льна. Другого не было. Не было на севере никакого производства льна. По одной простой причине. Бич были вши, которые, блохоловки, блохи и вши, которые скакали по женским телам. Почему носили маленькие топики из льна? Потому что лен, они на льне не размножаются, он обладает невероятным бактерицидным свойством. Знаете, сколько у нас утрачено? У нас утрачен лен, у нас нет крапивы. Мы потеряли жемчужиносские реки, потому что Россия занимала первое место по производству речного жемчуга. Это потом появилась Индия, вы же понимаете. А до этого, посмотрите все портреты, русский, мелкий, ну как мелкий, самый крупный жемчуг речной – это ноготь мизинца, нормальный. Мы утратили это, самые главные позиции. И это, конечно, решение не наше с вами. Даже если мы будем с упоением носить льняные платья, это государственное решение вернуть русскую ткань. Понимаете, как это важно? Даже не в том, что это какой-то там национальный колорит. Вернуть свою ткань,
которым нашему телу хорошо, и ни одна бложка не заведется даже. Ну. Спасибо большое. Давайте еще один коротенький вопрос. Да. Здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте. Последние несколько лет у всех вдруг на запястье появилась красная нить. Что вы скажете об этом элементе костюма нового, который, в принципе, нам даже не подходит, ну, к нашему образу, как правило, и как с точки зрения нейрофизиологии влияет это на нас? Профессор, мы говорили собственно, про красный цвет. красная история, красный цвет. Вообще у нас, собственно, наша система цветового зрения, она очень явно направлена на синее, зеленое и красное. И игра этих цветов, контраст очень важны для нашего мозга, затылочные доли. Не всегда, вот, понимаете, одно дело, когда все помещение покрашено, скажем, в зеленоватый, да, успокаивает, или все в красное, это возбуждает там кортизол, адреналин. Но когда эта деталь в костюме, это скорее фокусировка внимания. И дальше любая небольшая часть, ну, например, нашей одежды, она позволяет помнить какую-то идею, помнить какую-то цель, идти к ней более осознанно. И в этом смысле здесь скорее вот такое ритуально-когнитивное действие, которое позволяет нам четче осознавать самого себя и четче планировать то, что мы сделаем. И помнить об этом. И оно все время перед глазами. Виктория. Да, но у меня немножко другой к этому подход, потому что я обновляю, я часто езжу в Индию за тканями, к сожалению. Ткани можно купить только в Индии. И я езжу и обновляю все время эту красную нитку. У меня две цели. Во-первых, вы все ее заметили, вы же понимаете, да? Это акцентная точка. Более того, это точка вибрирующей крови. Я это ношу, потому что это восстанавливает кровоток. Когда попадаешь в Индию и меняется резко температура и климат, очень важно поддержать сердце. Это же обязательно на левой руке со стороны сердца. И второе, красные вот эти обережные браслеты были в русской деревне, когда нужна была помощь. Когда на мне красная ниточка, меня наверху тоже видят. Вы видите и наверху видят. Поэтому у меня свои две цели, которые я поэтому регулярно обновляю эту красную ниточку. И когда она рвется, мне кажется, что-то не так. Надо срочно ехать в Индию, обновлять веревочку. Виктория Ивановна, спасибо большое. На этом наше время беседы подошло к концу. Благодарим наших прекрасных, великолепных спикеров за эту глубокую, вдохновляющую и невероятно интересную беседу. И приглашаем всех вас прямо сейчас в зал номер 3, где проходит исследование в ЦИОМ, и там вы можете узнать все эти интересные моменты. И вот эти книги мы сейчас отдадим тем, кто задали нам лучшие вопросы, как и обещали. Ну а на экранах прямо сейчас еще появится QR-код, где вы можете тоже просканировать и оставить обратную связь по работе Национального центра, по вашему присутствию здесь, насколько вам понравились наши мероприятия. Ну что, друзья, спасибо большое. Спасибо вам за то, что пришли, за такую интересную беседу. Как всегда, времени очень мало, как всегда, времени не хватает. А мы ждем вас в конференц-зале номер 3 на нашей новой сессии на открытом диалоге. Спасибо большое. Аплодисменты нашим гостям.